Всем привет! Снимаем видео сегодня по запросу. Клиенты приобрели материал Караваджо и попросили снять видео о нанесении. То есть Караваджо — это перламутровая краска с эффектом бархата. Она у нас в двух базах есть: база N и база S. То есть более перламутровый Караваджо и более матовый Караваджо. Ну, смысл нанесения у них одинаковый. Главное, что степень перламутра. То есть в эске он более блестящий. Так, подготовка должна быть более-менее такая приличная, ну, то есть как под покраску материал, ну, не как под шелк, то есть можно чуть-чуть какие-то небольшие дефекты оставлять. Первый слой мы красим стену обязательно, как под любые тонкие краски, то есть это шелка, это бархат и все подобные пески мы обязательно красим, мы покрасили и далее нанесение. То есть берем материал на кельму и наносим его тонким слоем. То есть мы как будто бы шпаклюем стену. Вот такими кусками делать не нужно. Нам нужно его растянуть. Вот. Мы как будто бы шпаклюем. Вот наша вся цель. Не оставляя вот таких каких-то страшных переходов. Более-менее ровненько вот так. Расход у Караваджо в среднем это 200-300 грамм на квадратный метр. Все зависит от того, как толсто вы его будете наносить. Сегодня мы рассматриваем вариант, ну, такой тамповка по типу карты мира. То есть небольшие такие островочки. Вот таким вот образом мы наносим первый слой. Просто мы шпаклюем и все. Круговую. Любой человек. Мы не будем снимать видео о том, как шпаклевать. Этих видео очень много на YouTube. То есть шпаклюете вы стену от угла, начиная с верхней части. Отшпаклевали, отшпаклевали, отшпаклевали. И вот так вот вы до угла идете спокойно. То есть шпаклевка — это нанесение тонкого слоя без создания рисунка. После того, как вы нанесли Караваджо первый слой, вы должны дать ему подсохнуть. Ну, если мы делаем на планшете, мы даем ему подсохнуть. А если вы делаете на стене, то в круговую, пока вы идете от одного угла комнаты, идете, вы наносите, 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 и в круговую вот так вот возвращаетесь сюда, он уже у вас, по сути, подсох. И вы уже начнете финишный слой. Ну, уже сам непосредственно рисунок. Он очень легкий на самом деле. То есть мы его поэтому и не снимали. Потому что ничего такого особого в нем нет. Рисунок очень старый. Вот. То есть у нас нанесен первый слой. Так, вот нанесли. Дальше у вас он подсохший, например, да? Нам нужно сделать такие вот, как карта мира, островочки. Сейчас покажу снова, как это делать. Карта мира у нас уже есть на канале. Вы можете его посмотреть. И здесь по такому же типу. То есть мы берем немножко материала на кельму. Мы делаем вот так. Кто-то делает губкой. Кому как нравится. Ну вот мне привычнее так. То есть вот так. Вот мы положили на кельму материал. И вот таким образом, вот такие вот ежики. Как мы их прислоняем к стене? То есть кельму к стене прислонять, вот пришлепывать не нужно. Вы кельмой стены не касаетесь. Вы прислоняете только сам материал. Вот так раз, легко. Оставляя вот такой вот рисунок. Давайте я покажу, что будет, если вы прислоните кельму. Вот что будет. А вам надо вот так. Поэтому кельмой не касаемся стены. Это вот основное, в принципе, все, то, что здесь вот нужно, чтобы получилось. Вот мы берем материал на кельму. Делаем вот такие вот пришлепки, ежики, как они грамотно называются. Рукой, хаотичными движениями. Вот, разносторонними. То есть мы направление руки все время меняем. Вот прямое, вот такое, вот такое, вот такое. Не нужно делать вот так. У вас получатся квадраты. То есть вы должны все время менять направление руки.
чтобы у вас получился красивый результат в итоге. Напоминаю, кельмой стены не касаемся. Это важно. Важно менять направление руки. Иначе у вас получатся квадраты. То есть это будет очень некрасиво. Вот это два момента, которые нужно запомнить. Наносим. Так, у нас на планшете, да, а у вас будет стена. Вы наносите вот таким способом, ну, скажем, метр на метр. Далее вы вернетесь туда вот с таким вот инструментом, шпатулетка она называется. То есть некоторые вот еще люди путаются, да, начинают наносить вот это вот все хозяйство и идут полностью по всей стене. Не надо этого делать. Вы этот рисунок на стене делаете, ну, примерно метр на метр. Можете даже сделать 50 сантиметров на 50 сантиметров, вот такой кусок. Когда вы уже поймете, что вы почувствовали материал и знаете, как с ним обращаться, тогда вы можете этот участок увеличивать. Сейчас, предположим, мы делаем метр на метр. Дальше мы к нему вернемся и пригладим вот эти вот верхушки, чтобы получились такие островочки. После того, как вы пригладили, вы уже пойдете в следующий участок метр на метр. Сейчас вот нанесем, потом я еще раз все повторю. Потому что иногда я говорю так, как будто бы всем все понятно, но на самом деле мне это понятно, а вот не всем понятно бывает. Если люди никогда, например, этого не делали, то, конечно, лучше, может быть, специалиста нанять. А если нет страха и вы желаете поэкспериментировать, то вот таким образом нужно внимательно слушать, что я говорю. И лишний раз лучше написать, позвонить, спросить. Если где-то вы запутались, то лучше лишний раз уточнить момент. Вообще, честно говоря, у наших клиентов как-то вот получается. Прямо это радует. Все. То есть у нас получился вот такой вот рисунок. Теперь, чтобы его завершить, мы возьмем шпатулетку. Ну, через парочку минут. Давайте через парочку минут. Пусть подсохнет. Подсох наш Караваджо. Мы берем шпатулетку. Вот у нее два края. Короткий и длинный. Я работаю вот этим длинным краем. То есть нам нужно поджать такими же разносторонними движениями, как мы наносили. И также мы должны поджать. То есть мы почти не касаясь материала, подглаживаем его верхушки. Видите? То есть мы его приглаживаем, снимаем излишки сверху. Вот. То есть чтобы не было шлепков, а была вот такая вот, как карта мира. Видно? Вот. Кто-то работает короткой частью, но мне неудобно короткой. Я не знаю, почему. Вот вообще, если не задумывалась, я не читала рекомендации от производителя, я работаю длинной. Вы, может быть, возьмете на образце себе, попробуйте, как вам удобно. То есть мы приглаживаем в разные стороны. Вверх, вниз, влево, вправо. Смотрите, если вы будете приглаживать вот так, то у вас получится он более продолговатый полосами. А если вы будете приглаживать в разные стороны, то получится у вас как раз то, что вы видели на образце. Вот, приглаживаем. Приглаживаем до тех пор, пока он не начинает вам нравиться. То есть никаких зазубрин, никаких там полосок, всякие дефекты, какие вот могут быть. Бояться его не нужно. И вот смотрите, еще есть такой момент. Если вы будете вот так очень медленно вести, у вас будет дрожать рука. Как-то посмелее немножко вот так. Раз, раз, раз.
Островки будут у вас где-то больше, где-то меньше. Одинаково, конечно, никогда не получается, но то они островки больше, меньше. Это вы, кстати, можете регулировать, когда будете кельмой наносить. Вот и все, в принципе, вот и весь смысл, и даем ему высохнуть. Я бы рекомендовала рисунок доводить до ума сразу, даже если у вас на это уйдет много времени. Не надо надеяться на то, что вы потом его подшкурите или еще что-то. То есть, когда вы приглаживаете, например, шпатулеткой материал, у вас могут какие-то зазубрины появляться. Это может быть причиной того, что там либо слишком густо, либо он еще не до конца подсох. Ловите вот этот момент, когда вот эти островки станут гладкими. То есть верхушка, она не должна быть с зазубринами, она должна быть гладненькая, равномерная, и она должна вам нравиться сразу. Не рассчитывайте на то, что вы потом, когда он высохнет, будете его исправлять. Потратьте время и сразу же, чтобы он у вас был уже красивый. В принципе, вот и весь смысл нанесения. Давайте еще раз повторим. Первый слой мы красим. У вас идет краска подложечная. Она обычно идет колерованная в цвет материала. Она может быть не колерованная, если у вас Караваджо не колерованный, либо светлый. Далее, когда краска подсохла, мы наносим первый слой, как будто бы мы шпаклюем. После того, как мы нанесли вот это вот все в круговую, мы кельмой наносим островки. То есть берем материал на кельму и вот таким образом делаем разносторонними движениями. Делаем кусок, то есть наносим вот эти шлепки, кусок стены. Потом мы возвращаемся, его приглаживаем шпатулеткой. Если вы чувствуете, что он не высох, делайте соседний участок. Нашлепаете соседний участок, возвращаетесь сюда, приглаживаете шпатулеткой. Смотрите тут, если тоже еще сырой, то наносите шлепки следующий участок в шахматном порядке. Кусок второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И вот так вот наносите, приглаживаете, наносите, приглаживаете. Вот такой полосой идти не нужно. То есть наносите, 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 пригладили, потом дальше идете еще полосу во всю стену наносите, наносите. Это ошибка, не нужно этого делать. Так, еще раз я хочу показать материал, который мы сегодня рассматривали. Это Караваджо. Декоративная краска с эффектом бархата. Она есть в двух базах М и С. То есть перламутровая и матовая. Ну, на этом, в принципе, все. Всем пока. Если что, задавайте вопросы, мы ответим. Все ссылки, все есть в описании. Всем пока.